Приветствую всех на канале. Очередной автомобиль к нам в работу приехал. На этот раз Tesla Model 3. Вот немножко в разобранном состоянии пришел. И автомобиль у нас не запускается. Немножко подсевший аккумулятор был, поэтому сейчас заряжаем его. И будем разбираться. Автомобиль не запускается, не переходит в режим Ready и, соответственно, не ездит. Как я уже сказал, он немножко недоукомплектован. Но будем смотреть, почему он не запускается. Вот такой вот у нас перечень ошибочек. И они постоянно обновляются. Много различных ошибок, и с какой начать очень тяжело определиться. Надо изучать все ошибки и смотреть, что у нас первоочередное и что у нас второстепенное. Так, и вот меня смущают вот эти ошибки по хвилу. Эти ошибки, они были, то пропадают. Но дело в том, что она не постоянно генерит этот сигнал для того, чтобы проверить. Она увидела, что проблема есть, и все. И перестает дальше проверять. Поэтому вот это, возможно, у нас проблема не запуска. Несмотря на то, что у нас ошибок тут больше, чем нужно. Но это ошибка в исторических, и она была. И была уже, когда автомобиль был у нас. А так как я не оценил разъемы, то эта ошибка и может давать нам этот дефект. Поэтому сейчас и вот эти все ошибки, communication error, это говорит о том, что этот блок сейчас не запитан. А не запитан он, потому что у нас не включились контакторы. То есть для начала сейчас прозвоню Хвил и посмотрим, что у нас с Хвилом. Начнем с этого. А так как Tesla у нас не китайский автопром и на него схемы есть, то в принципе можно их и посмотреть. Вот, собственно говоря, наш Хвил. Вот это у нас БМС-ка, и она отслеживает, что все разъемы подсоединены. А Хвил — это по сути токовая петля, которая проходит через все высоковольтные разъемы и контролирует, что все разъемы подсоединены. В данном случае она идет через драйв-инвертор, через инвертор заднего мотора, инвертор переднего мотора, PTC-хитер и через компрессор кондиционера. Вот она идет петля. И здесь у нас она не просто петля, чтобы не перемкнуть, а стоят резисторы. И резисторы у нас стоят, по идее, в драйв-инвертор rear мотор и драйв-инвертор фронт мотор. И здесь, по идее, они в районе 60 Ом. В общем, должно быть в цепи 120 Ом. Вот сейчас хочу и проверить как раз, есть они там или нет. И вот у нас разъем 0,98. Вот сам разъем, первый, третий пин. И сейчас прозвоним. Здесь должно быть, между этими пинами должно быть сопротивление 120 Ом. Подсоединил мультиметр, а у нас там обрыв. У нас кольцо не замкнуто. Поэтому нужно прозванивать, в каком моменте она у нас разомкнулась. Либо какой-то разъем не подсоединен. Первый разъем, который хочу проверить, это который идет на задний мотор. Вот у нас разъем, идущий на задний мотор. Сейчас нужно посмотреть по схеме и прозвонить. Здесь все так красиво покрашено. Все красивое. И здесь все покрашено, обработано. Видимо, человек очень щепетильно отнесся к восстановлению автомобиля. Не знаю, насколько он был сильно битый, но явно здесь поработали над ним. Так, в общем, сейчас посмотрю по схеме и буду прозванивать эту цепь. Tesla классно расписывает схемы, и вплоть до того, что как, где какой жгут идет, и сама форма разъема. И Хвил у нас выходит на ножку 23,4 на задний мотор.
Это 23,4. Вот эти вот эти пины нужно прозвонить от разъема БМС. И дальше, соответственно, по цепи. Так, вот у нас разъем на задний мотор. И сейчас прозвоним. У нас здесь 4-й пин, внизу 3-й. Так, здесь у нас ничего нету. И 23-й. Странно, но у нас здесь ничего нет. Так. У них должен быть еще промежуточный разъем. И сейчас его нужно найти и прозвонить его. Так, вот здесь у нас между ними стоит промежуточный разъем 952М и 952F. Male и female. Так, как он выглядит? 952F и M, соответственно, с другой стороны. И находится он, судя по всему, здесь переход, и находится он снизу. Вот нужно проверить сейчас этот разъем. Возможно, он будет отсоединен, вследствие чего у нас хвил и разомкнут. Так, вот у нас эти два разъема. Надо будет их искать теперь. И вот он как раз наш разъем. Он у нас просто оказался отсоединенным. Надо будет его сейчас пробрызгать для контактов, потому что он стоял окисленный. Вернее, стоял в открытом воздухе. И, возможно, туда попало что-то и поокисляло. Поэтому сейчас пробрызгаю и соберу. Так, а с другой стороны разъемы у нас соединены. Так, нужно будет еще идти подвесить кабеля, потому что они висят не очень красиво. Надо будет с этим тоже озаботиться. Вот так вот. Немножко не дособирали машину, и в результате автомобиль попал к нам. Разъем подсоединен. Сейчас прозвоним еще раз. А вот наши 63 Ома. Здесь у нас ничего нет. Так, а это наш второй разъем, который идет на инвертор передний. И аналогичные пины здесь. И вот наш 63 Ома с того мотора пришло. Поэтому здесь у нас все хорошо. Так, ну сейчас попробуем автомобиль запустить. И вот наши 125 Ом, которые у нас и должны были быть на хвиле. В общем, сейчас подсоединим разъем обратно и проверим, запустится у нас автомобиль или нет. Но так как это Тесла, немножко нужно подождать. Быстро она не запускается. Так, контакторы у нас не включились. Так, что у нас? Ошибка по хвилу. Пока еще висит. Так, она опять пропала. И пока у нас ничего не работает. Возможно, это специально отсоединили этот разъем для того, чтобы разомкнуть паркинг. Вот такая вот проблемка. Так, и судя по всему, здесь еще стоит неродной мотор. Требуется обновление, невозможно завести автомобиль. Так, окей, хорошо. Так, с тем разъемом все нормально, и здесь уже появилось 125 Ом, но проблема у нас остается, и ошибка периодически появляется. И здесь не появляется напряжение, если мы пытаемся запустить тест через локи. И вот запустили тест через локи, и вот мы видим, что у нас есть проблема Internal Open Wheel Failure. И она как раз подтверждена, то есть ошибка у нас осталась. А это уже говорит о том, что есть проблема в самом пентхаусе. И нужно теперь лезть туда, смотреть там, возможно, там что-то не подсоединено. И при активации хвила у нас здесь не появляется напряжение. Как было 125 Ом, так и остается. Значит, у нас
нету из самой батареи. Internal Open Wheel Fail. Вот у нас, значит, ошибка по внутреннему. Короче, обрыв цепи внутри. Вот наши блоки, которые с надписью Internal Wheel. Это разъем 423, 422, 421 и 424. И вот где они. Вот где они находятся на автомобиле. Возле предохранителя один разъем. Второй разъем. Первый, второй. Третий разъем под патрубком. И 424 у нас находится, который отвечает за подсоединение высоковольтного разъема. И он идет откуда-то снизу. В общем, сейчас нужно их все проверить и посмотреть, почему у нас нет этих хвилов, одного из этого хвила. Так, а вот наш неподключенный разъем. И интересно, получится мне его туда достать или же нет. Нет, к сожалению, так просто не получится достать, его там зажало. Поэтому попробую сейчас открутить вот этот болт крепления инвертора. И может быть тогда смогу вытащить этот провод и поставить его на место. Надеюсь, на этом закончится. Да, вот этот провод у нас идет отсюда и зашел под инвертор. Хорошо, хоть его там не задавили. Ладно, попробую открутить и вытащить его. Вернул разъем и теперь хочу попробовать, запустится ли автомобиль или нет, или будет очередная попытка поиска неисправности. Так, сейчас запустим машину, но из-за того, что она была выключена, сейчас ей нужно время, чтобы проснуться. Здесь, кстати, установлен вот такой кронштейн, что можно сам монитор поворачивать. Удобнее, чем когда он просто ровно стоит. Так, автомобиль у нас пока ехать не хочет, но посмотрим, будет это ошибка или нет. Все так же пишет у нас, что требуется обновление ПО, невозможно завести автомобиль. Обнаружено несовместимое по системам привода. Неужели здесь и мотор менялся? Кстати, у нас DC-DC включился, потому что напряжение у нас выросло до 14,37. А это значит, что контакторы уже включились. Это уже очень хороший знак. Так, ну так как у нас есть, что потеряны прошивки, то запущу обновление ПО. И посмотрим, что у нас с этого выйдет. Может быть, наконец-то запустится, потому как слишком много каких-то моментов непонятных. Разъемы были не вставлены, то есть здесь все-таки не качество Теслы, а все-таки не совсем внимательное отношение к сборке. Всего лишь каких-то два разъемчика и все. Так, у нас контакторы отключились, потому что у нас начинает машина перезагружаться. И посмотрим, запустится она после этого или же нет. Так, довелось еще машину разобрать, потому что у нас не работают ни кнопки, ни сигнал, ни кнопка паркинга. Ну, то есть вообще ничего не работает. И вот снял верхнюю накладку с пластика, вернее, пластиковую верхнюю накладку. И вот очередной разъем, который как раз идет на все это управление, здесь паркинг в ручке, он просто оказался снятым и лежал здесь в черепахе. Поэтому уже не удивлен, что здесь проблема с недощелкнутыми разъемами. Интересно, что еще у нас будет. Продолжаем пока. И в очередной раз запускаем
перезагрузку ПО. Так, автомобиль у нас уже запускается, едет. И теперь нужно немножко подсобрать салон, который разобрал. И можно будет проверить все остальное и выпускать автомобиль. В процессе сборки автомобиля салон уже скрутил все, что поразбирал. И теперь хочу проверить состояние аккумулятора, потому что первоначально была ошибка по аккумулятору, что он постоянно садился. И сейчас хочу проверить. Так, он стоял на зарядке, поэтому 13:39 заряд у нас. Так, это у нас ЦЦА. И 430 ампер пусковой ток. И из 430 ампер у нас статок 426. То есть у нас аккумулятор практически идеальный, но он по сути и новый. Потому как вот бирка есть, что он недавно куплен. В общем, можно дальше собирать. Владелец уже рад и счастлив, что автомобиль запускается и едет. И попросил еще разобраться с ошибками по парктронику. Вот у нас эти ошибки. Ошибка S3, ошибка по лин-коммуникации. И ошибка A003 S1, ошибка по лин-коммуникации. В общем, сейчас еще с этими ошибками разберемся. Остальные ошибки у нас уже, например... Ну, то, что автомобиль не едет, потому что зарядный кабель подключен. Автомобиль у нас стоит на зарядке. Потом у нас есть, что левая дверь не работает. Но она у нас не работает, потому что нету ручки. Нужно поставить все ручки, кнопки и откалибровать ее. И нету у нас USB флешки, на которой должна записываться видеорегистратор. И не откалибровано окно. То есть у нас сейчас вот с этими ошибками нужно еще разобраться. И по сути можно автомобиль выдавать. А вот, собственно говоря, сама схема. И у нас ошибка была по первому датчику и по третьему. Всего их 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот у нас по первому и третьему. Tesla очень классно все это расписывает. И можно прозвонить, где что идет, и понять, какой из этих датчиков. Вот у нас первый датчик и третий датчик. И можно посмотреть, куда этот разъем идет. Это у нас разъем X130. Кстати говоря, можно и даже пальцем вот так проверить, что вот эти парктроники работают, а этот не работает. Этот не работает. И этот не работает. А проверить их легко. Если вести пальцем, то неработающий ничем не отличается по поверхности. А вот эти, когда такое впечатление, что палец просто... По пальцу чувствуется такая легкая вибрация, подстукивание. Но не когда держишь его, а именно когда проводишь. В общем, надо разбираться, здесь есть ли питание и есть ли связь по лину. Не пришлось даже подключать осциллограф, мультиметр. Просто переставил датчики местами, вот эти, которые крайние, и ошибка перешла с 1 на 6, и этот датчик у нас не рабочий. Теперь еще нужно разобраться с вот этим датчиком. Если такая же ситуация, то просто два датчика под замену. Теперь этот датчик у нас работает. И ошибка у нас перешла на S6. S3 остался, S6 перешел, S1 уже нет. И остались ошибки только по лин-связи с датчиками парктроника, ТПМС, и окно не откалибровано. По сути, нужно проехаться, и датчики должны откалиброваться. Ну, а окно, собрать карту двери, установить
и откалибровать окно. И все, в принципе, машина готова. Можно ее выпускать, отдавать клиенту. И клиент попросил не выходить с сервис мода, поэтому не будем выходить. И она в этом режиме ограничивает 7 милями. Можно, конечно, это выключить, но в любом случае выезжать на автомобиле нельзя без регистрации. Поэтому выпускаем ее, отдаем владельцу. И владелец, если будут какие-то вопросы, уже сможет к нам еще раз приехать для устранения их. А так, на сегодняшний день ремонт этого автомобиля нами завершен. В общем, вот такой вот был ремонт. Если вам нравится такой контент, то вы знаете, что сделать. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи, всем пока. Да, еще хотел добавить, что в связи с тем, что война еще продолжается, не забывайте донатить на ЗСУ, потому как благодаря им мы можем спокойно работать, жить в относительном спокойствии. Понятно, что никто не застрахован от ракетных обстрелов, как был недавно в Харьковской области, в Виннице, в Днепре. В Харькове ракета прилетела в дом сотрудника нашей организации, и он сейчас убирает последствия этого прилета. Слава богу, там никто не пострадал. Но, к сожалению, в Виннице люди пострадали и в Днепре. Поэтому не забывайте донатить ЗСУ. Благодаря им мы, по сути, сейчас работаем. Спасибо всем за внимание. Мирного неба. До скорой встречи. Всем пока.